Добрый день, друзья! Мы часто с вами заказываем орхидеи по почте. И бывает так, что приходят очень хорошие орхидеи, бывают не в таком хорошем состоянии, как бы нам хотелось. И сегодня я вам покажу один цветок, который первый раз я вам показывала в октябре 2020 года. Тогда я его пожалела в магазине и взяла для того, чтобы спасти. Он был размером 1,7. То есть это очень маленькая орхидейка, это прямо малюсенькая детка. И на тот момент, когда я его купила, я все такие маленькие орхидеи пересаживала в перлит. Прошло чуть больше 2 лет. И вот эта орхидея первый раз цветет. Это Биг Бен. Она пересажена в керамзит, дала всего 2 бутончика. Корни есть и закукленные, и раскукленные, но я сейчас на это не обращаю внимания, потому что когда орхидея цветет, корни могут закуклиться, она отцветет, она продолжит свой рост. Я ее удобряла только равноценным удобрением, то есть азот, фосфор, калий и микроэлементы, и не стимулировала ее к цветению, но она уже решила зацвести сама. Поэтому после 2 лет адаптации я ей дала возможность зацвести. Ну и, кстати, посмотреть, по сорту ли она расцвела. Идеально. Все идеально, по сорту. Но вот за эти 2 года, когда я всех таких малышей, особенно очень маленьких в размере 1,7, я их всегда пересаживала в перлит. Я пересмотрела свои приоритеты по посадке, и теперь я не трогаю этих малышей и даю им возможность адаптироваться в том грунте, а чаще всего это бывает мох, и нарастить корни в том грунте, в котором они пришли. И у нас с вами на канале, ну это не эксперимент, это я заказала 3 небольшие орхидеи, не таких малышей, как был Биг Бен, они были 2,5. Это не размер орхидеи, это размер горшка, в котором они находятся. Это называется 1,7 дюйма и 2,5 дюйма. Соответственно, и растения в них разные. Конечно, там, где 2,5, растение само побольше. И сейчас я не трогаю их. Я их оставляю даже вот в этом мху, в котором они пришли. Многие смотрят еще те старые видео 2-летней, 3-летней давности и спрашивают, а нужно ли пересаживать действительно в перлит вот эти маленькие орхидеи? Нет, сейчас не пересаживайте. Вот эти орхидеи, на канале есть плейлист по этим орхидеям. Я рассказывала, как нужно сделать, переставить в больший горшок, распушить этот мох и дать корням возможность расти в этом мху. А когда они раскуклятся хорошо, то есть начнут расти, смотрите, даже через горшочек проросли уже корни, тогда вы их пересадите, и у орхидеи не будет такого большого стресса, когда мы малышку сразу берем и пересаживаем. Но даже малышек, когда я пересаживала, я ни в коем случае не делала это на следующий день после того, как я их получила. Обязательно все равно давала где-то порядка месяца адаптироваться этим орхидеям. И еще, почему я начала оставлять орхидеи вот в их покупном грунте? Мои подписчики, они не только из России. Иногда смотришь и даже не знаешь, откуда мне написали, ищешь по карте, где же этот город или где же этот остров. И не у всех есть перлит. Не все страны производят агроперлит, поэтому не все его могут приобрести. А вот если вам пришли орхидеи в мху, оставляйте их так, как они есть, распушите этот мох, поливайте по мере просыхания корней
и ваши орхидеи откликнутся бурным ростом корешков. Вот эти 3 орхидейки — это стюартиана, это баркинг и бабочка-калейдоскоп. Мы за ними с вами наблюдаем. Вот эти 2 были в очень хорошем состоянии, когда я их получила. Стюартиана была очень такая слабенькая, мягкая, без тургора. Один листик, такое впечатление, что он был подмороженный, потому что я их или в октябре, или в ноябре прошлого года получила. Этот так и остался вот с таким сухим краешком. Видите, он уже отлетает, этот краешек. Кто-то в прошлый раз, когда я показывала, спрашивал, ну, стюартиана, она же должна быть листики в краб. Да, вот эти листики не в краб. А вот тот листик, который начал расти у меня, на нем появились маленькие крапинки. Калейдоскоп, бабочка-калейдоскоп начала растить цветонос, и я ей даю возможность зацвести, потому что этот размерчик побольше, чем у Биг Бена был. При наличии крупных листьев, листья жесткие, ей можно дать зацвести. Баркинг, у нее был цветоносик, вот здесь он так и остался. Я не убираю этот цветонос, не трогаю, но он и не растет. Корни пускает великолепно. Даже вот здесь от шеи вот здесь пошел корень. А корни-то какие в горшке, шикарные. Ну, в прошлом году очень было много вопросов. У меня орхидея дома начинает растить лист, и лист начинает расти закрытым капюшончиком. Если это один лист, и вот он таким растет закрытым капюшончиком, ну да, мы тоже понимаем, что наши, даже эти маленькие орхидеи, они тоже растут сначала в пробирках там, или в колбах, или в каких-то, ну, знаете, такие специальные бутылки. Они растут в питательном растворе. Все равно даже в этих питательных растворах используются какие-то гормональные средства. И вот эти листики нам и рассказывают о том, что что-то все-таки было применено. Вот этот лист, я даже знаю, как это дальше получится. И у взрослых орхидей такое бывает. Мы покупаем взрослую орхидею, а дома начинает расти такой лист. Он раскроется, он подрастет, раскроется, но вот эта часть лопнет у него. Потому что она очень сильно закрыта, и когда он начнет раскрываться, она обязательно порвет вот эту часть листа. Ну, побольше тут будет уже эта часть, но она порвется. Ничего в этом страшного нет. Орхидея сама залечит эти раны. Я даже в прошлый раз, когда у меня так лист порвался на большой орхидее, я даже не заметила, когда это произошло. Но очень часто пишете о том, что 2 листа срастаются. Причем их даже не знают, как разделить, эти листья. Ну вот если срослось 2 листа, и вы видите, что уже и здесь листик закрытый, и здесь, постарайтесь по центру листовой пластины надрезать эти листья. Иначе у вас получается закрытая точка роста, и ждать, пока они порвутся, может быть очень долго. Они могут замереть, а точки роста не будет. Вернее, она будет, но она будет закрытая. И вряд ли следующий лист начнет расти, если не откроется точка роста. Поэтому разрезайте, обрабатывайте. Когда уйдут или закончатся, или она их переработает, в общем, много тут, что можно сказать, когда закончатся у орхидеи вот эти вот гормональные средства в орхидее, тогда она начнет нормальные листья растить. Бывает это очень долго, бывает и год, и 2. Но так как я больше к ним гормоны никакие и стероиды не применяю, никаких гормональных средств не использую. Для того, чтобы использовать какое-то средство, я всегда читаю состав, всегда ищу информацию в интернете. Прямо глубокую информацию для того, чтобы знать,
что же это за средство для того, чтобы его применить. И чаще всего сейчас я стараюсь как можно меньшим количеством каких-то и лечебных средств пользоваться, а удобряю орхидеи я только теми удобрениями, которые выпускает промышленность. Я не придумываю никаких там банановой воды, чесночной воды. Да, когда не было ничего, тогда можно что-нибудь было придумывать. Но сейчас такое большое количество хороших удобрений есть в продаже, то я не считаю нужным изобретать велосипед. Поэтому я пользуюсь минимальным количеством и удобрений именно тех, которые нужны для роста и жизни орхидеи. И последняя орхидейка Стюартиана, которая была, ну, я сказала, она в самом плохом была состоянии. Корешки она точно так же растит. Вот этот листик был маленький, сейчас хорошо отрос этот листик, и появились крапинки. Здесь появился хороший корень от шеи, и в горшке вы видите тоже растущие корни. Иногда бывает сложно в мху поливать орхидеи, потому что мох набирает очень много влаги и очень долго ее удерживает. Я всегда поливаю орхидеи только когда корни становятся серебристые. Но так как это мох, а не керамзит, вот здесь очень просто вот так взять, аккуратно засунуть пальчик и почувствовать, влажный мох внутри или нет. Вот если мох внутри влажный, вот здесь я глубоко и ближе к центру, к шее орхидеи опустила палец, пусть это будет не эстетично, зато очень практично. И вот в глубине мох еще влажный, поэтому я Семе очень не нравится, когда я это делаю, опрыскиваю только верхние корни и стараюсь направить это к стенкам горшка. Немного. Делаю я это сейчас раз, может быть, в 5-7 дней. И когда внутренний вот этот мох, я почувствую, что он просох, тогда, это получается раз в месяц, раз в 40 дней. Всего 2 раза я это делала. Тогда я опускаю полностью мох в воду. Ну вот в этом стаканчике, в этом горшочке это делать очень удобно. Опускаю буквально на 15-20 секунд. Мох сильно набирает влагу. И тогда недели 2 я вообще их не трогаю. Вот так они у меня растут. Прекрасно продолжают наращивать корни. Корни пытаются уже вылазить из горшка, прорастать внизу сквозь тонкие вот эти, тонкую сеточку. Но думаю, еще, наверное, с месяц, и будем с вами их пересаживать. Эту не хочется трогать, потому что у нее растет цветонос. Мы посмотрим цветение, а эти обязательно пересадим с вами. Хорошо они начали растить и корни, и листья. И не нужно пересаживать, и к ним не было применения никаких ускорителей роста, ускорителей наращивания корней. Вот так они, сами орхидеи, все умеют делать. Умеют растить корни, умеют растить листья, даже не подталкивая и не стимулируя их ничем. Надеюсь, что мы бабочку-калейдоскоп скоро увидим цветение, а эти пересадим и будем ждать цветения, наверное, к осени. Не думаю, что они зацветут весной, а вот к следующей зиме будем ждать цветения и от этих 2 орхидей. И пересадки я вам обязательно покажу. И если вам интересно узнать продолжение истории об этих орхидеях, подпишитесь на канал, нажмите маленький колокольчик. Очень часто приходят оповещения о новых видео, вышедших на канале, и вы узнаете всю историю об этих цветах.
До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!